Это мой первый буткемп. Рядом по комнате у тебя бисты Торы играют. Я для них постарался сымитировать реальную ситуацию, как вот тренируются топовые команды. До Virtus.pro я играл очень много в Faceit, собирал всякие стаки. Большую часть времени я только в КС проводил. После школы приходил, делал ДЗ, и все, больше только КС. И я попался с Триборгом и Аквайресом. Мне написал Триборг. Я говорю: мам, я хочу играть в КС. Я почувствовал то, что я как будто бы особенный. Я Дима, мне 15 лет, игровой ник у меня Расуко, Элла у меня 300 на данный момент. Детство я проводил всегда активно. Я всегда гулял. Я почти никогда дома не сидел. Мне никогда не привлекала стратегия, как дота. Мне не нравилось. Мне нравится, когда я должен выйти, убить с одной. Так как я был активным, мне как раз таки нравилось быстрое принятие действий, быстрое передвижение по карте. Мне 15 лет, меня зовут Максим, мой никнейм Redzeal, живу в Брянске, у меня 3300. Элла. Раньше занимался футболом на протяжении 7 лет, в данный момент люблю поиграть в волейбол. В детстве я любил очень играть в Counter-Strike 1.6, в зомби-режим. С CS меня познакомил брат. Меня зовут Артем, мне 14 лет, у меня 3500 Элла. Играю под ником Pokeball X21. Я из города Чебоксары. Раньше занимался футболом. Когда играл брат в контру, я начал смотреть, как он играет. Я начал играть в CS2, когда вышла. У меня было 150 FPS, я попросил у ВП компьютер, и я апнул 3600 Элла. Меня зовут Прохор, мой ник SQV. Мне 14 лет, у меня 3100 Элла, и я из города Самара. Я начал играть в КС с 3 лет. Меня научил играть в КС брат, он мне купил CSGO. Меня зовут Амир, мне 16 лет, я из Кыргызстана, у меня на данный момент 3600 Элла. С КС меня познакомил старший брат. Я в детстве наблюдал, как он играет, контру. Вначале я просто играл паблики, но потом, когда я увидел ММ и Faceit, у меня появился такой небольшой азарт. Каждый игрок индивидуален, у каждого свой психотип, и каждому нужен индивидуальный подход. И я стараюсь провести такую работу с ребятами, чтобы каждый мог стать такой личностью, если он окажется, к примеру, в основе или в команде, он не будет испытывать проблем в работе, потому что он уже знает, что нужно делать, чтобы быть хорошим игроком и надежным, самое главное, чтобы ему доверяли. Тебя в ухо добили, он оправдывался, там говорит: да я все четко делал, я там успевал. Вот так кто заявил. Не, я вот смотрю на Диму. 2 в 5 или что? 2 в 5, конечно. Не, я смотрю на Диму, он убегает на Б. Типа третьему убегает. 2 в 5 на 6 секунде. Да не рассказывай, все. Я не особо тренировался, я начал тренироваться именно уже в CS2. У меня там было 80 FPS. Зашел на Faceit, сыграл 200 матчей, сделал 10 левел себе. После этого купил себе новый компьютер еще раз, апнул 2500. До Virtus.pro я играл очень много в Faceit, собирал всякие стаки, чтобы играть турниры лиги. Я уделял минут 30. 15 минут ДМа, 10 минут КЗ и 5 минут бэхопа. Большую часть времени я только в КС проводил. После школы приходил, делал ДЗ, и все, больше только КС. Я такой игрок, то что я вообще не тренировался. Я гулял, я ходил в зал, и после этого у меня было, например, 4 часа поиграть в КС. Я заходил и играл в КС. У меня был очень слабый компьютер, я не мог играть нормально. Я играл там 10 FPS, можно сказать. Вот, мне купили родители компьютер. 1,5 месяца прошло, у меня 10-й левел Faceit. Артем, он скрафтил, Ты же скрафтил ножик, Артем. Он скрафтил нож, теперь хочет продать. Я ему говорю, мы думали, что цены упадут, цены не падают. И я ему начал объяснять, что сейчас спроса больше, чем предложений, и из-за этого цены не падают. Закрафтили. Я потратил 15 тысяч, получил 36. И я попался с Триборгом и Аквайресом. Мне написал Триборг, типа: можешь дать свой ВК, тебе напишет Егор Фомоус. Я сыграл 2 прака, Мираж и Анубис. Ну и меня взяли. Когда у меня было 2600 Элла, мне написал брат, сказал то, что вот ты можешь написать на почту Virtus.pro, скинул свой Faceit, Telegram, чтобы мне отписали. И после этого мне написали, там пригласили на тесты. Я почувствовал то, что я как будто бы особенный. Я смогу добиться чего-то большего, играя в КС. Мне написал сам скаутер Егор Фомоус. Ему посоветовал игрок меня. То есть игрок, который играл в VP Future,
во втором составе. Скитра. Спасибо тебе. Егор Фамус написал, сказал, давайте потестим, го. Я написал, давай. А я еще тогда на отдыхе был. Я сразу радуюсь, их сразу маме звонить, говорить то, что вот, Virtus.pro. Ну, она сначала не поняла, но потом я рассказал, понимает, все. То есть у меня был тест команду другой и Virtus.pro одновременно. Я откинул сразу вариант, кроме ВП. Пошло-поехало, я ВП. Сейчас фьючер. Еще ножичек такой, и то не мой, а Прохора. Свой я продал после обновы, ушел в минус. Сижу, кайфую. Приглашения не было, я сам написал Егору, получается, Фамусу, тренеру второго состава, спросил у меня, сколько я, сколько мне лет. Потом он мне предложил пройти тесты, и мне дали этот контракт. Меня заметили на Фейсите из-за большого количества Элла и пригласили на тесты, где я прошел их. Как и примеры других видов спорта, все стараются сейчас, и мы в том числе, найти игроков с молоду, когда он еще, скажем, неограненный алмаз, которого в будущем можно сделать идеальным игроком, которого мы в себе каждый представляет. 4 состава. В каждом составе игроки играют, стараются подбирать одинакового уровня. Соответственно, в дальнейшем они могут уже переходить на следующий уровень, где, соответственно, и разборы другие, более детальные, и индивидуальный уровень игры у всех игроков выше. И такими путями ты можешь как бы попасть в основу или же быть проданным в другую организацию. Это идеальная возможность со стабильным ростом двигаться вперед, четко осознавая, куда ты идешь. Понимаете силу своего оружия и пытайтесь создавать ситуации такие, чтобы реализовать это оружие. То же самое касается и 5-7. 5-7, фармилки, ФАМАС — это примерно оружие одного типа. Единственное, что у ФАМАСа есть возможность все-таки на дальних хоть как-то постреляться, а, например, у фармилок и у 5-7 такой возможности нет. Каждый игрок VP Future получает необходимые условия, чтобы оказаться в Тир-1. Это буткемпы, тренера, девайсы, условия, которые индивидуальные. Все это позволяет игроку не волноваться ни о чем, просто играть, учиться. И у нас есть тренировки, разборы, которые тебе помогают усилиться в скилле. У меня плохое условие было при этом, то, что я попал в VP Future. 150 FPS, это просадки, когда экшен на карте, да, просадки, вот. Мне дали комп. Зарплата — это первые деньги, которые ты получаешь, и можно на что-то потратиться. Уже не так, как раньше, подходить к родителям, выпрашивать что-то. В интернете можно зарабатывать деньги. Типа, чё? Я примером показал, что возможно. Первые деньги были, купил скины. И потом, конечно же, обнова вышла, и у меня все скины упали. Подарки еще дадут. Как сегодня дали рюкзак, медвежонок прикольный. Мне понравился коврик. Для чего? Рукав. Чтобы не прилипала рука к столу. Ну, зачет. Наставник очень важен, потому что он подсказывает на опыте своей карьеры и облегчает путь игрока. Кирилл добрый тренер, хороший. Индивидуально я с ним одну демку посмотрел вместе с ним. Объяснил, как играть, как можно здесь сыграть, допустим. Как можно вот тут отыграть. Всякие идеи, то, что он нам постоянно объясняет, разжевывает. Он разбирает наши ошибки, помогает нам увидеть то, что не можем увидеть мы, играя в КС. Сам, как человек, он очень добрый. Но он бывает, да, строгим, как это нужно любому наставнику. В реальной жизни он дает советы, как по жизни, так и по контре. Непосредственно с игровой стороны я являюсь тренером, рассказывая за ошибки, что надо, на что обращать внимание, как улучшить. С точки зрения бытовой жизни, я, конечно, для них больше пытаюсь быть старшим братом, который может рассказать ему, как стоит жить эту жизнь, чтобы стать тем самым успешным игроком. Я говорю, облачный конфиг — это, конечно, классно, но, опять же, вы приедете на турнир, где еще у компьютера не будет интернета, он не сможет подключиться к облачному вашему конфигу. На турнирах, когда ты компьютер настраиваешь, то я беру SSD-шку, диск, втыкают, и у тебя как бы свой ПК отдельный. Ты там настраиваешь перед игрой за день. Настраиваешь, там устанавливаешь контру, свои настройки, все свое ставишь, потом просто жесткий диск вынимают, и потом, когда турнир начинается, твой жесткий диск просто вставляют назад. В школьное время мы тренируемся в онлайне, и во время каникул, получается, организация подбирает время, и мы едем составом на буткемп. У меня было 2 буткемпа. Первый буткемп продлился 4 дня, он был
Летом много тренировались, потому что он был короткий. У нас было 10 человек, и мы старались показать себя, чтобы пройти в состав. В этом буткемпе мы больше тренируемся, потому что у нас есть больше времени. Мы стараемся делать разборы дольше, чтобы понимать игру. Из-за буткемпа у нас появился график, то, что мы должны быть готовы к этому времени, покушать. У нас высокое время разбора, и мы более стали дисциплинированы. Это мой первый буткемп. Атмосфера тут суперская. Еще рядом по комнате у тебя бисты Тора играют. По бисту видно. Он же как раз-таки снайпер ВП. Буду равняться на него. Мое мнение, что это необходимо больше показать ребятам, как происходит рабочий процесс непосредственно у топовых команд. Почему, к примеру, все команды собираются на буткемпе. Я для них постарался сымитировать реальную ситуацию, как вот тренируются топовые команды, чтобы они жили в этом же графике, когда ты на износ каждый день только и делаешь, что работаешь. Ты уже начинаешь привыкать к игрокам, начинаешь лучше коммуницировать, находишь отношения близкие. С которым я хорошо общаюсь, и мы перекидываемся шутками, мы прям смеемся. Это про Rescue. В команде я дружу со всеми, конечно. Я сдружился со снайпером. Мы очень хорошо понимаем друг друга, составляем сетапы, чтобы нам было играть легче. Поначалу были у ребят, что они немножко не привыкли в такой обстановке встречаться, за исключением ребят, которые уже были ранее. Потом это быстро прошло на нет, и все уже хорошо. Как будто мы вот в дома зашли в TeamSpeak, да, и уже так же общаемся абсолютно. Самое сложное в команде то, чтобы каждый понимал друг друга, чтобы с полуслова понимали. У нас всегда хорошие колы, но мы не можем договориться, как вместе сыграть, все вместе. Типа, кто выйдет первый. Никто не может решить, кто выйдет первый. Самое сложное для них сейчас — это развить в себе самоконтроль и дисциплину. Делать рутинную работу, которая может тебе поначалу быть неприятной, но осознавать тот факт, что она в будущем тебе поможет. Рутина — это просмотр собственных игр, самоанализ своих ошибок, разбор даже записи праков, когда ты пишешь от своего экрана игру и анализируешь, что было не так. Когда мелким был, ну прям мелким-мелким. Вот я смотрел на Симпла, у него аура такая жесткая. И ты представляешь, что ты тоже так сидишь, так же кричишь, так же такие же эмоции испытываешь. И также, главное, бегаешь и убиваешь всех савик. Мой кумир в футболе это Криштиану Роналду. Он показывает дисциплину, хоть ты талантлив или не талантлив, трудом и настойчивостью можно добиться всего. У меня такого кумира нет, но я очень удивлялся игре Ник Коуч. Донг и Кисуки. Они по макро очень сильные по механике. Стреляют очень хорошо. Через 5 лет я вижу себя топ-20 ХЛТВ. Хочу хотя бы победить в одном из тир-1 турнирах. Хочу стать как Донг. Но уже думаю, что в топ-10 ХЛТВ могу войти. Хотел бы стать проигроком на тир-1. Я им много говорю, что я хочу пробиваться в киберспорт дальше. Они говорят, главное, отучись, колледж и иди. Представляю игроком тир-1 сцены, который будет важной частью своей команды. Я тебе флешку зигдам. Даю. Да. Даю в лицо прихор. Молик. Бум. У тебя есть сразу понимание, что ты можешь выйти на тир-1 уровень, если ты будешь этого хотеть и развиваться. Но я сразу выбрал ВП, с детства за ВП. На меня возлагается ответственность, то, что я должен выполнять поставленные задания. Моя самая большая мечта — свозить родителей за свой счет на море, чтобы они отдохнули. Выиграть мажор. Выиграть мажор. Самая большая мечта — топ-1 ХЛТВ. Я бы сказал тем игрокам, которые только начали играть в КС, то, что если трудиться, все получится. Стараться развивать себя, больше тренироваться, играть в фейсит, чтобы увидели хотя бы тебя. Верьте в себя. Если хотите очень сильно развиться, то вам надо много игр фейсит. Очень много. Я уверен, если вы реально крутой игрок, вас обязательно заметят, с вами свяжутся, и вы окажетесь у нас. Спасибо, что посмотрели. Развивайтесь. И нож, и перчатки, медали. Погонять. А я как градиент, который... Кто тебе дал погонять? Мои фанаты. У меня есть много фанатов.